Сегодня тема нашего круглого стола – этнический состав России, трансформации и вызовы. Сегодня мы будем обсуждать проблемы, связанные с миграционной политикой, урбанизацией населения, численностью и правами народов России и межэтнической напряженностью, а также вопросы, связанные с будущим евразийского пространства в целом. Я лично вижу угрозу размывания русского этноса. Ну, посудите сами. Сократился он как минимум на 10%. Ну, вот сейчас вот на 13 миллионов мы сократились точно. Как минимум на 13 миллионов. Я сделал такую табличку, где свел все сокращение русских, этнических русских, по СНГ и России. И вот получилась у меня общая сумма 13 миллионов человек. По России так, если статистически, там 4 миллиона, но опять-таки это по переписи 2002 года. Очень смущает и очень настораживает, что перепись 2010 года засекретила этнический состав России. Мы не знаем, сколько у нас русских до 2012 года. То есть до того срока, когда пройдут выборы в Думу, пройдут выборы президента, национальный состав у нас засекречен. Никогда такой секретности не было. Никогда, всегда этот национальный состав сообщался, ну, там, не знаю, через полгода, год, когда результаты переписи уже обработаны в своих основах. И, конечно, тут секретность, она и понятна, чем связана. Она, понятно, связана с еще более масштабными темпами исчезновения русского народа. Вся история России с 1490 года по 1992 год характеризовалась одним устойчивым параметром. Она противоречивая история была, но параметр был один. Это неуклонное возрастание численности русского народа при неуклонном возрастании ареала его расселения, области его распространения. Это был очень устойчивый. И вот есть много суждений о том, что в гражданскую войну мы потеряли там 23 миллиона человек. Но есть же перепись, есть перепись 1897 года, где русских 55 миллионов. Есть перепись 26 года, где русских 75 миллионов, несмотря на гражданскую войну, несмотря на... Другое дело, что в гражданскую войну самые благородные, самые аристократические слои русского народа были истреблены. Это с этим, так сказать, это правда. Но в целом численность его росла. Прирост был особенно силен в центральных областях, Псковской, в центрально-русских областях. И вот 1939 год русских 100 миллионов, 79-й 131, уже 89-й 113 в 79-м, 89-м 119, а теперь вот у нас общая убыль, у нас 131, по России нас 115, по России 115. Всего же на 79-й год было 137 миллионов русских по СССР, в 89-м 144, а сейчас всего по СССР, бывшим границах СССР, 133. Вот такие идут. Нет, 131, а убыль 13 миллионов. 131, а убыль 13 миллионов. Это я все время считаю каждый год новые данные, которые удается получить по оценкам, по различного рода. Но данные по Украине и по России у меня за 2001-2002 год только. По Украине не было переписи, а у нас засекречен состав. Еще раз повторяю, что не может не настораживать. Особенно быстрыми темпами вымирают исконно русские села. Смертность 2% у нас в Псковской области, Новгородской области, 1,9% смертность в Тверской, в Ивановской, 1,8% в Тульской. Это вымирает со скоростью 1,8% в год, 2% в год. Это сопоставимо с наименее развитыми африканскими странами. Это сопоставимо с Мали, с Гвинеей, самыми такими, где 2,4% рекорд, а у нас 2%. При этом, конечно, демографические достижения есть, о них сегодня, наверное, расскажут. За время тут некоторых были в поселках прирост населения, в некоторых регионах прирост населения шел, даже активный, Ханты-Мансийском округе и так далее. Но я говорю о самом слабом звене уничтожение геополитического и государственного ядра русского народа. Это вот в перечисленных областях.
Есть такая вообще перспектива, которая связана в том числе с изменением и типов войн. То есть есть такая точка зрения, что если вы можете менять идентичность, то и захватывать территории не надо. Потому что если у человека меняется идентичность, да, она резко сморщивается и меняется, человек присягает другим державам, то зачем захватывать территорию? Люди просто служат тем новым правительством. С этой точки зрения я бы в каком пункте поддержал коллег? На мой взгляд, конечно, страшно то, что происходит с сельской школой. Потому что это известно, там, где уничтожается и исчезает сельская школа, исчезает поселение. Есть такой, географы знают, знаменитая сетка Лизеровича, да? Она непрерывно сейчас сморщивается и сплющивается. Можно указать на два благополучных региона. Это Татарстан, где все говорят, что, так сказать, Шаймиев и Бабай велик, потому что он сохранил село и сельскую школу. И гениальный Савченко с Белгородчиной. Во всех остальных вещах, если мы посмотрим на Тверь, это просто обвал и разрушение пространства. Второй момент. Вот, скажем, мы обсуждаем разрастающуюся Москву. Архитекторы, градостроители, кто реально строил города, пусть маленькие, небольшие, они как говорят, но то пространство, которое складывается, оно в себя способно засосать 300 миллионов человек. Поскольку мы находимся в ситуации, на мой взгляд, платы за свертывание цивилизационных условий, которые осуществляли русские. Поэтому все тянутся к благам. Просто если не будет специальной целевой программы, линии, Москва всосет в себя этих 300 миллионов. Я не знаю, будет ли тут хорошо жить, я лично сомневаюсь. С этой точки зрения возникает вопрос, ну да, вот и факторы усиления рождаемости, пространственного развития, а что за этим стоит? На мой взгляд, за этим стоят две простых элементарных вещи. Стратегические типы занятости и перспективные поселения. Представим себе, что у нас по типу Лего есть новый умный дом, как его можно выстроить и выкупить. 3D-транспорт, есть такой, на мой взгляд, гениальный дизайнер Володя Пирожков, который вот сейчас занимается, уже показал, что можно сделать вертолет, вертолет-самолет, который приближается по стоимости к автомобилю. Как только у них это стало получаться, девелоперы из Твери сказали, что вы знаете, мы вот, продавая свои дома, просто будем дарить жителям вертолет, потому что 45 до Санкт-Петербурга лететь, часть лететь до Москвы. То есть на самом деле все решения есть. Теперь следующий момент по поводу все-таки немножко внешних тоже вещей, потому что с одной стороны, безусловно, тот вызов, о котором тоже говорил Александр Дмитриевич, освоение русских пространств, прежде всего северо-востока, Дальнего Востока, но начиная с Урала, севера, это кардинальный, принципиальный вызов. Но, конечно, не меньшим вызовом является и Средняя Азия. Почему? Потому что от этих потоков и бегства этих людей мы не можем отказаться. Я бы здесь сказал, что, на мой взгляд, закончилась так называемая модель и политическая, и декларируемая эффективного политического менеджера, о которой много раз говорилось, где на первом месте сиюминутная короткая прибыль. Цивилизационные условия, мобилизационные формы освоения территории, они, конечно, строятся тоже на грамотных экономических обсчетах, но первоначально важны цели. То есть некоторые стратегические цели, как будет расширяться пространство, да, как оно будет осуществляться. Несколько тоже опять таких интересных вещей. Ведь если мы посмотрим в том числе на внешнеполитические реалии, например, таможенный союз, он сегодня строится по типу классического брачного договора, когда любящие или не любящие друг друга супруги с самого начала обсуждают, не дай бог у нас развод, я тогда заберу холодильник, хорошо, говорит один супруг. То есть с этой точки зрения никаких принципиальных миссий по освоению пространства не предлагается. То есть мы не услышали инициативу Назарбаева по поводу создания новой валюты. Мы не услышали идей про создание транспортного трансконтинентального коридора между Китаем через Казахстан в Россию. То есть с этой точки зрения все масштабные инфраструктурные проекты, связанные с переосвоением пространства, они пропущены или специально проигнорированы. Это уже другой вопрос, это специально можно это анализировать. С другой стороны, я бы обратил внимание на следующее, что, на мой взгляд, ситуация продолжающегося, незавершенного финансового кризиса, только усиливающегося, является очень благоприятным моментом как раз для объединений на
постсоветских территориях и выдвижением совершенно новых инициатив. Потому что Евросоюз занят своими долгами и проблемой развала. Американцы продолжают печатать доллары, не оставляя своих усилий присутствовать в Туркменистане, и увеличивается наркотрафик из Афганистана. И с этой точки зрения это как бы самое время оглядеть всю территорию и выдвинуть совершенно новые инициативы. Складывается ощущение единства в том, что единство в ощущении стабильности и в ожидании будущих лет решений. И еще в том, что кризис имеет явный идеологический аспект. Ведь вот то ощущение, то состояние нестабильности, в том числе с этнополитическим таким характером, который происходит в мире и на Ближнем Востоке, и в севере Африки, и в Европе, и в Америке, оно началось с распада Советского Союза, из глобального кризиса идентичности в Евразии. Этот кризис случился и на уровне этносов, языков, культур, хотя, конечно, основанием его в основе лежали экономические, социальные и политические ресурсы и их нехватка внутри общества. И для России это не характерный тип кризиса, потому что Россия как кооперативная, собирательная империя всегда предоставляла населению и элитам государств, присоединившихся по разным технологиям к ней, предоставляла и пространство хозяйственное, культурное, образовательное, составляла совместную культурную работу. Кризис идентичности происходит и на сегодняшний день. Во-первых, очень часто малые народы, внешние и внутренние по отношению к России, они строят свою идентичность сейчас на критике всего русского, поскольку ощущается, вернее, реально состоялся процесс девальвации, распада и уничтожения уже того наследия, которое кадрового, социального, образовательного, инфраструктурного, хозяйственного, который остался от Советского Союза. И нет других основ для построения идентичности. С другой стороны, есть такие же проблемы у русского народа. Они усугубляются у русских еще навязыванием западных упрощенных моделей видения мира и поведения. И, на мой взгляд, один из вот таких возможностей восстановления русской, евразийской идентичности – это проведение работы над ошибками, избавление от комплекса неполноценности русского народа. Нужно возвращение к привлекательным гуманистическим, историческим, социокультурным стандартам. Отказ от замещения этих стандартов западными моделями популярной культуры, массового телевидения. Они должны сосуществовать, но не замещать российские стандарты, русские.